Ты знаешь, эти 4 продукта действительно работают. И знаешь, что интересно? Про них писали в комментариях люди, которые сами столкнулись с проблемами простаты. Это реальный опыт, реальные истории. Возможно, эти продукты помогут и тебе. Если не веришь, можешь сам посмотреть комментарии под моими роликами. Оставлю ссылки под этим видео, там будут полезные видео, где люди делятся своим опытом. Простатит и проблемы с потенцией касаются все большего числа мужчин. Раньше это была проблема тех, кому за 50, а сейчас даже 30-летние попадают в зону риска. И самое страшное, многие даже не догадываются, что во многом простата страдает из-за обычных ошибок в питании. Поэтому я собрал 4 продукта, которые люди проверили на себе и заметили реальные изменения. Разберем, как они работают, почему помогают и как их правильно употреблять. Возможно, именно этого не хватает твоему организму. Напиши в комментариях, пробовал ли ты эти продукты и какие еще стоит разобрать. Может, именно твой комментарий станет темой для следующего выпуска. Поехали. Что круче для здоровья простаты? Кофе или чай? Большинство мужчин начинают свой день с чашки кофе. Оно и понятно, бодрит, помогает проснуться, запустить мозг и хоть как-то настроиться на рабочий день. Но мало кто задумывается, как кофе влияет на простату. А вот тут не все так радужно. Кофеин – это мощный стимулятор. Он увеличивает кровоток, повышает давление, но при этом раздражает мочевой пузырь и может усугубить воспаление предстательной железы. Особенно если у тебя уже есть проблемы с частыми походами в туалет. Ты пьешь кофе, а потом бегаешь каждый час с ощущением, что мочевой пузырь все равно не опустошается до конца. Но что, если заменить кофе на иван-чай? Это не просто напиток, а настоящий природный эликсир для мужского здоровья. В нем нет кофеина, зато есть флавоноиды и фитостеролы, которые уменьшают воспаление и даже замедляют рост аденомы простаты. Исследование 2015 года показало, что у 70% мужчин с хроническим простатитом симптомы уменьшились, когда они заменили обычный чай и кофе на иван-чай. Это значит, что всего одна небольшая привычка – сменить утренний напиток – может существенно улучшить состояние простаты. Иван-чай также богат дубильными веществами, которые помогают избавляться от токсинов. А еще он успокаивает нервную систему, снижает уровень кортизола, гормона стресса, который, как известно, убивает тестостерон. Как правильно его заваривать? Все просто. 1-2 чайные ложки сухого иван-чая на 250 мл кипятка. Настаивай 10-15 минут. Пей 2-3 раза в день. Но есть еще один секрет. Если добавить в иван-чай мед и лимон, его польза увеличивается в разы. Мед помогает бороться с воспалением, а витамин С из лимона повышает иммунитет и защищает клетки простаты. Через пару недель ты почувствуешь разницу. Проблем с мочеиспусканием станет меньше, простата перестанет воспаляться, а самочувствие улучшится. Так что выбор за тобой. Продолжать пить кофе, раздражая простату, или перейти на иван-чай и помочь своему организму? Какой продукт спасет тебя от аденомы простаты? Когда речь заходит о здоровье мужчин, мало кто думает о тыкве. А зря. Тыквенные семечки – это настоящая природная защита для простаты. Главный их секрет – высокое содержание цинка. А цинк – это именно тот минерал, без которого нормальная работа предстательной железы просто невозможна. Факт. В тканях простаты цинка в 10 раз больше, чем в других органах. Но если уровень цинка падает, простатит, снижение тестостерона и даже аденома – лишь вопрос времени. Теперь представь. Всего 30 граммов тыквенных семечек покрывают 40% суточной нормы цинка. То есть, просто добавляя их в рацион, ты уже делаешь мощный вклад в свое здоровье. Но это еще не все. В семенах есть фитостеролы, которые снижают воспаление и предотвращают разрастание тканей простаты. В 2020 году ученые провели исследование и выяснили, что мужчины, которые регулярно едят продукты, богатые цинком, имеют уровень тестостерона на 30% выше. Цинк также играет ключевую роль в выработке спермы. Мужчины с низким уровнем цинка часто сталкиваются с бесплодием и снижением либидо. Так что тыквенные семечки – это не только про простату, но и про мужскую силу в целом. Но как сделать так, чтобы цинк усваивался лучше? Оказывается, его биодоступность увеличивается, если сочетать семечки с витаминами А и Е. Эти витамины содержатся в моркови, авокадо, шпинате и растительных маслах. Но и это еще не все. Тыквенные семечки содержат аминокислоту кукурбитин, которая улучшает работу мочевого пузыря и помогает бороться с ночными походами в туалет.
Если у тебя есть проблемы с частым мочеиспусканием, попробуй есть семечки ежедневно в течение месяца. И ты заметишь разницу. Как правильно употреблять тыквенные семечки? 30-50 граммов сырых семечек в день. Просто ешь горстями или добавляй в блюдо. Можно посыпать ими салаты, каши, йогурты. Можно сделать коктейль. 30 граммов семечек плюс 1 банан плюс 200 миллилитров миндального молока в блендер и готово. А еще можно перемолоть семечки и смешать с медом. Получится отличное средство для здоровья простаты. Но важный нюанс. Жареные семечки теряют до 50% полезных веществ. Поэтому лучше есть сырые или слегка подсушенные в духовке при 50-60 градусах. Результат? Ты меньше бегаешь в туалет, защищаешь свою простату от воспалений и поддерживаешь высокий уровень тестостерона. Так что добавь тыквенные семечки в свой рацион уже сегодня, и твоя простата скажет тебе спасибо. Как думаешь, какой овощ способен снизить риск рака простаты на 35%? Ответ – обычные помидоры. Но что делает их такими полезными для мужского здоровья? Дело в ликопине. Мощнейшем антиоксиданте, который защищает клетки предстательной железы от разрушения. Факт. Ученые выяснили, что у мужчин, которые едят помидоры хотя бы 4 раза в неделю, риск развития рака простаты снижается на 35%. Но почему именно помидоры? Все дело в том, что ликопин накапливается в тканях простаты и создает барьер от воспалений и мутаций клеток. Однако есть один нюанс. Если ты ешь свежие помидоры, усваивается всего 4% ликопина. А вот если ты приготовишь их, например, сделаешь томатный соус, суп или запечешь в духовке, то биодоступность ликопина возрастает до 40%. То есть томатная паста, кетчуп, натуральный без сахара, лечо и томатный сок. Это гораздо полезнее для простаты, чем просто помидоры в салате. В 2014 году ученые из университета Кембриджа провели исследование среди 14 тысяч мужчин и выяснили, что у тех, кто ел больше помидоров, простата оставалась здоровой даже в пожилом возрасте. Но есть еще один секрет. Если добавить к помидорам немного оливкового масла, то ликопин усваивается еще лучше. Как включить помидоры в рацион? Делай натуральный томатный сок. Просто добавь щепотку соли и черного перца. Готовь соус для мяса или пасты на основе томатов и оливкового масла. Запекай помидоры с сыром и чесноком. Вкусно и полезно. Добавляй томатную пасту в супы. Это увеличит содержание ликопина. Результат? Улучшится кровообращение в простате, снизится риск воспалений. А самое главное, ты будешь защищен от рака простаты. Так что если ты до сих пор не любил помидоры, пора пересмотреть свое отношение. Какая рыба повышает тестостерон, снижает воспаление простаты и делает сосуды крепче? Нет, не лосось и не тунец. Это щука. Щука – это источник белка, омега-3 жирных кислот и цинка. 3 ключевых элементов для мужского здоровья. Но почему именно она? Во-первых, омега-3 жирные кислоты в щуке помогают снизить уровень вредного холестерина, что улучшает кровообращение в области таза. А хорошее кровообращение равно здоровая простата и крепкая эрекция. Во-вторых, щука богата цинком, а мы уже знаем, что цинк защищает простату от воспалений и повышает уровень тестостерона. Но это еще не все. В щуке есть селен – элемент, который работает как щит от рака простаты. Факт. Исследования показали, что мужчины, у которых в рационе достаточно селена, на 30% реже сталкиваются с раком простаты. Плюс в щуке много йода, а это значит здоровая щитовидка. А здоровая щитовидка равно нормальный уровень гормонов, высокая энергия и крепкий иммунитет. Но что насчет тестостерона? Щука – это чистая белковая рыба, а белок – ключевой строительный материал для тестостерона. Без белка твой организм просто не сможет нормально вырабатывать мужской гормон. Теперь представь, всего 200 граммов щуки дают тебе 40 граммов чистого белка. Это почти половина дневной нормы. А еще щука – это рыба с низким содержанием жира, что делает ее идеальной для поддержания формы. Но что важно знать? Щука – это хищник, а значит в ней может быть больше паразитов. Поэтому никогда не ешь щуку в сыром виде. Лучшие способы приготовления – запекать в духовке. Так сохраняются омега-3 жирные кислоты. Готовить на пару с лимоном и чесноком – отличный вариант для простаты. Делать котлеты без жарки. Вместо масла добавь немного льняного семени. Ухо из щуки – вкусно, полезно, да еще и согревает. Но важно помнить,
Жареная рыба теряет до 50% полезных веществ, так что лучше выбирай щуку в отварном, запеченном или тушеном виде. Добавь в рацион щуку 2-3 раза в неделю, и ты получишь мощную защиту от простатита. Улучшишь потенцию и повысишь тестостерон. А теперь представь, одни мужчины едят чипсы и пиццу, заливая все газировкой, а другие включают в рацион щуку и другие полезные продукты. Как думаешь, у кого через 10 лет будет больше энергии, выше тестостерон и лучше потенция? Выбор за тобой.